Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 19 мая. Поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре и поговорим о том, что категорически сегодня нельзя делать. Итак, друзья, давайте далее все более подробно. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «благополучие». Пусть ваша жизнь наполнится счастьем и успехов. Также, друзья, всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, в православном календаре 19 мая отмечен День памяти праведного Иова Многострадального, жизнь которого описана в ветхозаветной книге Иова. Иов жил в Северной Аравии за 2000 лет до Рождества Христова. Иов был человеком честным и благочестивым. Его уважали сограждане, и он пользовался заслуженным почетом. Жил он в достатке и в благополучии. У него была большая семья и значительное богатство. Однако по воле Божией на Иова обрушились несчастья. Он лишился детей, потерял все свое состояние, а его тело поразило проказом. В этот тяжелый момент его покинули друзья, знакомые, а жена, не выдержав испытаний, посоветовала ему отречься от Бога и умереть. Но Иов, будучи верующим человеком, не сломился под гнетом бедствий. Он произнес знаменитые слова: «Неужели только добро мы будем принимать от Бога, а зла не будем?» Иов проявил стойкость, смирение и не роптал на Бога, несмотря на все испытания. Он верил, что Господь не оставит его и пошлет утешение. И действительно, Господь видел верность и стойкость Иова и вознаградил его за терпение. Он исцелил Иова от проказы, вернул ему богатство и даровал ему еще 7 сыновей и 3 дочери. Иов прожил долгую и праведную жизнь, став примером для многих людей. Память о праведном Иове Многострадальном служит нам напоминанием о том, что даже в самые темные времена нельзя терять веру и надежду. Сила духа, смирение и терпение помогут нам преодолеть любые трудности и обрести спасение. День памяти Иова Многострадального имеет глубокое духовное значение для православных верующих. А он напоминает о важности веры, терпения, о том, что даже в самых тяжелых испытаниях можно найти силу и утешение в Боге. Какой же символизм Иова? Это прообраз в первую очередь Иисуса Христа. В учении церкви Иов является прообразом Иисуса Христа, который также претерпел страдания ради спасения человечества, а затем прославился воскресением. Также Иов олицетворяет стойкость и непоколебимую веру. Его пример вдохновляет миллионы людей на терпение и надежду, показывая, что даже в самых тяжелых испытаниях можно найти силу в вере и быть вознагражденным за свою стойкость и преданность. Праведный Иов считается покровителем тех, кто столкнулся с утратой или с какой-то серьезной болезнью. Его жизнь и страдания служат важным уроком для всех, кто ищет утешения и силы в трудные моменты жизни. Верующие обращаются к Иову с молитвами, прося утешения в минуты скорби и боли. Молитва помогает им найти покой и надежду, вдохновляет на терпение и веру. Иов является и символом непоколебимой веры и стойкости. Его пример вдохновляет верующих на укрепление духа, помогает преодолевать жизненные трудности с достоинством и смирением. А вот в народном календаре 19 мая этот день назвали как Иов огуречник, Иов горошник, Иов рассейник или белый горох. В этот день по народным приметам предсказывали урожай огурцов. Если Иов распустил росы, это было сигналом к началу посева гороха. В народе говорили, если Иов росы распустил, то пора сеять горох. Считалось, что те, кто видит горох, год от года будут только богаче.
Сеяли, как правило, горох наши предки на сырой земле при убывающей луне, уделяя особое внимание направлению ветра. Если был северный ветер, то считается, что посеянный горох вырастет хорошим. А вот если будет западный или юго-западный ветер, горох будет, к сожалению, червивым и мало принесет урожая. Горох сеяли обязательно на закате солнца, чтобы этого не видели воробьи, так как считалось, что они просто-навсего могут повредить посевы. Также избегали сеять репу и горох возле дороги, учитывая, что это место неблагоприятно для их роста. Во время посева гороха производили определенные магические слова, приговаривали, необходимые для обеспечения хорошего урожая. Согласно народным приметам, огурцы, высаженные именно 19 мая, обладали особыми свойствами. Они были крепкие и хрустящие. Эти огурцы сохраняли свою текстуру даже после засолки. И второе качество, которое присуще огурцам, которые высажены 19 мая, это то, что они ароматные. Их насыщенный запах добавлял вкуса при приготовлении. Эти народные приметы укреплялись в народной культуре и передавались с поколения в поколение, делая день Иова огуречника важным для всех, кто занимался огородничеством. Кроме того, в этот день делали теплые гряды. Начиналось создание теплой гряды с рытья траншей глубиной около полуметра. Глубина траншей была важна для обеспечения достаточного пространства для размещения подземного нагревателя. На дно траншеи укладывали слой рыхлого конского навоза, и здесь навоз служил в качестве подземной печки. Под воздействием солнечных лучей он хорошо и долго прогревал почву изнутри, создавая идеальные условия для роста растений. Сверху навоза укладывали слой плодородной почвы. Толщина слоя почвы должна быть достаточной, чтобы корни растений могли хорошо развиваться и получать необходимые питательные вещества. В подготовленную гряду сеяли семена огурцов. Посев можно было осуществлять как прямо в почву, так и предварительно выращивать рассаду, чтобы ускорить процесс выращивания. В холодное время гряду накрывали пленкой или агроволокном для создания тепличного эффекта. Регулярный полив и уход за растениями обеспечивали быстрый рост и развитие. 19 мая на Руси, именно 19 мая был днем, который особо почитался благодаря многочисленным народным традициям и обрядам, связанным с росой. Этот день отмечался как время магических ритуалов, направленных на привлечение здоровья, благополучия и любви. Дети, именинники и девушки активно участвовали в этих обрядах, используя росу как символ чистоты и силы природы. На Руси роса считалась источником особой силы и магии. Верили, что роса, собранная в этот день, обладает целительными и магическими свойствами. В частности, она могла даровать здоровье и благополучие тем, кто соприкасался с ней. Дети и именинники дня катались по росной траве, веря в то, что это придаст им здоровье и защитит от болезней. Этот обряд был своеобразным ритуалом очищения и обновления, который символизировал единство с природой и ее силами. Особое место занимали обряды, проводимые молодыми девушками. Считалось, что роса поможет им в любовных делах и в привлечении внимания желанного человека. Поэтому девушки собирали росу на рушник, обязательно аккуратно выжимая капельки с травы. После этого они заговаривали рушник, произнося особые слова, направленные на привлечение любви и верности. И затем такое так называемое росное полотенце сушили на ветру. Заговорные слова могли варьироваться, но общий смысл сводился к просьбе о любви и нежности со стороны того, кому будет передан такой рушник. И
Когда рушник высыхал, его хранили до подходящего случая. При возможности рушник вручали любимому человеку. Считалось, что после того, как мужчина утрется таким вот рушником, он начнет с нежностью и любовью думать о девушке, которая ему вручила. Этот обряд был символом романтических чувств и верности. Вера в магические свойства росы и обрядов, связанных с ней, была глубоко укоренена в народной культуре. Роса олицетворяла чистоту, обновление и природную силу, которая могла быть использована для улучшения жизни и укрепления любовных связей. Одним из ключевых обрядов, связанных с 19 мая, являлся сбор росы, и были любовные именно обряды. Поэтому когда-то рано утром девушки выходили на луга и собирали росу на полотенце или рушник. Этот ритуал требовал особого внимания и аккуратности, так как каждая капелька росы считалась волшебной. После сбора росы девушки шептали на полотенце любовные слова. И заговоренное полотенце развешивали на ветру для просушки. И также обращаем ваше внимание, что 19 мая считался благоприятным днем для начала путешествий. Народные приметы говорили, что, отправившись в дорогу в этот день, человек обретет удачу и успех во своих начинаниях. Вера в покровительство природы и добрых духов делала этот день идеальным для новых начинаний и приключений. Люди знали и верили, что путешествие, начатое 19 мая, будет обязательно безопасным и успешным. Путники могли рассчитывать на благополучие завершения своих дел. Перед отправлением в путь было принято совершать небольшие ритуалы для защиты. Например, бросить монетку в колодец или произнести защитные слова. Еще одной важной народной приметой была легкость в процессе самообразования и изучения. Дело в том, что именно этот день считался подходящим для начала новых учебных проектов, изучения иностранных языков и научных исследований. Что же нельзя было делать 19 мая по народным приметам, традициям и обрядам? 19 мая, в день Иова Горошника, который насыщен не только положительными традициями, ритуалами, обрядами, но и рядом запретом, которые соблюдались нашими предками, чтобы избежать неприятностей и неудач. Эти народные приметы и запреты сформировались на основе многовекового опыта и наблюдений, и их соблюдение считалось обязательным для сохранения благополучия и гармонии в семье и общине. Одним из основных запретов на 19 мая это было предложение о трудоустройстве и наем новых работников. Согласно народным приметам, в этот день не следовало заключать трудовые контракты или принимать новых сотрудников. Считалось, что если нарушить этот запрет, можно получить ленивого работника. Такой человек не будет выполнять свои обязанности должным образом, создавая лишь видимость деятельности. В результате вместо пользы он будет только отвлекать других и тормозить рабочий процесс. Поэтому отложите все предложения о трудоустройстве и найме на другой день, чтобы избежать проблем с неэффективными сотрудниками. 19 мая также имел свои особенности и ограничения в сельскохозяйственных работах, особенно в посеве гороха. Не рекомендовалось сеять горох в ранние утренние часы. Народная примета говорит, что если воробьи увидят посевы в это время, они могут выклевать все семена, что приведет к потере урожая. Лучше всего сеять горох после восхода солнца, когда птицы уже не так активны и менее вероятно, что они повредят посевы. Роса на 19 мая считалась особенно целебной и обладающей магическими свойствами, и бесцельное топтание и хождение по росе в этот день считалось недопустимым. Важно было собрать росу и использовать ее для ритуалов. Девушкам рекомендовалось собирать росу на полотенце, при этом говоря особые слова, а затем сушить полотенце на ветру. Высушенное полотенце дарили любимому человеку, веря, что это принесет в их отношения любовь и нежность. Еще одним важным запретом на 19 мая это были ссоры и конфликты с родными и близкими людьми.
Ругаться с родными и близкими в этот день 19 мая категорически запрещалось. Народная мудрость говорила, что такие скандалы могут привести к серьезным семейным неприятностям, часто связанным со здоровьем членов семьи. Поэтому постарайтесь 19 мая избегать конфликтов и сохранять мир в семье, особенно в день Иова Горошника. Вот такие, друзья, у нас с вами народные приметы, традиции и обряды на 19 мая. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «достижение». И пусть Вселенная поможет вам достигнуть новых высот и преодолеть те препятствия, которые, возможно, появляются в вашей жизни. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.